3 августа могло бы исполниться 75 лет Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской Республики, герою России. Его имя навсегда вписано в историю страны. А в нашей памяти он останется человеком, чья сила духа и беззаветная любовь к своему народу смогли одолеть, победить зло, сделать шаг к возвращению мира на древнюю чеченскую землю. Здравствуйте, уважаемые зрители! А давайте вспомним, что Ахмат Кадыров, герой России, говорил о россиянах. Поддержите канал подпиской, комментарием, поставьте лайк. Что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-6 году, призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Он не ограничивал количество 150, как можно больше. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Я тогда призывал к джихаду, так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил. Вот это я понимаю, герой России. А это нытик России. Ну что, дорогие друзья, утро вновь недоброе. Сегодня Оренбургский склад горит, Озон. Эвакуировано 300 человек, написали. Второй. Пошел. Ваши комментарии в студию. Россия – это недоразумение, которое должно исчезнуть. И еще о тех, кто добровольно, по собственной воле. Мне кажется, что Дмитрия Алкоголича иногда выводят из запоя для того, чтобы на фоне его Владимир Владимирович казался самым адекватным выбором. Давайте послушаем. Которые разбежались по тихим углам, как тараканы, и прозябая там в изгнании, обреченные на тоску и, во многих случаях, утрату сытой жизни. Вот она, тоска и утрата сытой жизни. Россияне, которые потеряли, не могут насладиться. В общем, ребят, чтобы вы понимали, это очередь на заправку, где-то 5 километров. Мы стоим уже около часа, а бензовоз будет только через 4 часа. И то это не точно. У нас машина вообще просто бак сухой. Походу покатим просто до заправки, где-то 5 километров. Хотели на заправку. А что ты орешь? Спокойно разговаривай! Люди на коленях. Вот она, сытая жизнь. Некоторые уже насколько разбалованы, что заказывают себе бензин в доставку. Вот это я понимаю. Нет, едет она назад, мы стоим точно такой же очереди. Спасибо. Не могу не спросить вас о ситуации на топливном рынке, о ситуации с бензином. Что вот вы по этому поводу могли бы сказать? Только позавчера мы встречались и разговаривали на тему с председателем правительства. Ну да, не все еще вопросы решены, но они решены. Вопросы еще решаются. Тем временем у кого-то счетчик летит. Цена бензина 3,5 евро. Загнивающая Европа вся там в ужасе сидит. Сверхдержава, нефть под ногами, цены. Решаются, председатель правительства держит эти вопросы на контроле, комиссия специально создана. Да, конечно, неудобства определенные для людей есть, но Маленькие неудобства. Всего там несколько часов. правительство, конечно, должно держать это под контролем. Надо драматизировать ситуацию с топливом, не надо охать и ахать. Да, цены немного выросли, но средняя зарплата выросла значительно больше. Так что граждане могут себе позволить честные цены на горючее, а тех, кто... Как говорит Матвиенко, только честные цены на горючее. Это первое. Второе, зарплаты выросли, количество машин выросло.
В общем, в России все стабильно. Одно развитие. Нагнетает панику, мы уже знаем. Мы знаем, кто создает нам эту ситуацию. Обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Вот она, гордость России. Работайте, братья. Что за очередь? Это что такое? Что вообще происходит? Почему все с России бегут в Грузию? Абхазская граница. Посмотрите. Это жесть. Всем доброе утро. Обстановка на границе. Времени у нас 7:45. А мы движемся на Великан. Посмотрите, все забито. Все дорожки забиты. Машин очень-очень много. В такое время надо выезжать попозже. Просто все услышали, когда Нембензя заявил в ООН, что мобилизации точно в сентябре не будет. Адекватные убегают от сытой жизни на этой России. Дорогие друзья, в этой связи и вот с этим лозунгом, с которым мы родились и который впитали с молоком матери, с этого хочу начать и хочу поздравить вас и всех граждан России с праздником Днем Государственного Флага. Мне вот интересно, когда это он успел впитать с молоком матери, родившись в 1952 году, флаг России, который был официально утвержден в 1991. Очередная наброс на вентилятор для русских зрителей. Они в восторге. Передвигался на ВАЗ-2112. Это я понимаю. Человек проехал с американским флагом. Тут же сразу его. С флагом США, страны, которую я не поддерживаю. Я патриот, люблю свою страну, служил в армии России. Приношу свои глубочайшие извинения людям. Лучше бы проехал с флагом Украины. Друзья, прошу поддержать канал. Напишите, что думаете. Поставьте лайк. Подпишитесь. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.